Всем привет. Точнее, доброе утро. У нас утро. Мы переночевали на острове Ладе в домике. Конечно, домик зачетный. Спится здесь просто сладко. Вот такая вот постелька была. Единственное, что проснулись и не поняли, утро или ночь. Потому что выходит окно на такую горку и в лес. Темноватенько. Сейчас мы направляемся на завтрак. Сейчас посмотрим, чем нас будут радовать на завтрак. Погнали. Ну что, выходим с наших домиков, идем по козьим тропкам, по ступенькам. Вот такие у нас ступенечки здесь. И сейчас поднимемся и идем кушать. Дятлы долбают. Пока гуляем, тут дятлы долбают древесину. Как прикольно жить в лесу. Сегодня, кстати, конкретно потеплело. Обещают сегодня, сколько, 25? Да. 25 градусов. Вот сегодня я по-любому буду купаться. Ну что, идем в столовку. Доброе утро. Доброе утро. Проскочил и не заметил. Приятного. Спасибо вам тоже. Какой-то у вас странный десерт. Шоколадки дают? Мы сами что устроили тут. Ясно. Погодка сегодня шепчет, кстати. Да, вообще Блин, солнышко. Погода шикарная просто. Охренеть. Это что, вы сюда приезжаете завтракать, да? Решили там уже не... Да. Ну, мы решили, что мы уже все. Не, там, честно скажу, там, как бы я это назвал бы семейное общежитие. Но не место. Короче, это за пределами острова, у них просто есть какой-то еще Ну да, там буквально... типа отельчик. Там все, я не знаю, там небольшое такое здание, все вот комнаты все вместе. Нет, они там все хорошо обустроены, там все отлично. Ну просто сама территория, как бы. Там особо негде. Не, вот там некуда особо, гулять. да, там Не, мы в город вчера озеро. ходили. Ну вот нам предлагали ее, но я понял, что ездить сюда как-то, ну, Не-не-не, странно если- было бы. Не, если ехать только сюда и больше никуда. Ну да. Вот. Мы Ребята сегодня- приехали на один день, ну, Да. наверное, очень пожалели, что взяли за пределами острова себе в Нет, номер. нормально, все замечательно. Просто Ну, выбора не было, поэтому парились с баней. Да, вообще. Баня сколько один- стоит? Мы 40 рублей она стоит. Не, Ну, за 25 мы заплатили. А вот здесь у нас тут? Нет, вон там, у них ну, баня на на 40. А, у них своя баня, И у ясно. них прямо около А я озера. думал, там просто проживание, а вся Нет, цивилизация нет, здесь. нет. Короче, у них там тоже все. А тут баня с купелью. У вас купели было? Нет, там А, озеро, там сразу таким вылетаешь шагом. прямо в озеро. Ну, в следующий раз надо сюда, конечно, заселяться, да. Однозначно. Да, мы уже забронировали. Причем цена там получается как эконом. Там 60 рублей, да? А я сколько? Я 114, по-моему, где-то заплатил за двоих. Ну, а мы тут 106. Мы еще даже дешевле. Во как. С питанием, да? Да. Нет, так ты все равно питаешься, вот как бы Так здесь, мы они, думаем, что они недавно отсюда, начали они брать. все равно еду отсюда везут туда, как бы. Нет, там не то. Нет, там не то. Здесь, Не, здесь круче. Ну вот мы сейчас... домики. Я сегодня по-любому искупаюсь. Нет, ну, наверное, уже холодная вода. Она холодная сегодня. Не, ну, может, Нас ничто не остановит. правильно. Что, вот такой завтрак, музыка. Я боюсь, чтобы не забанили. В общем, салатик с яичками, котлетка, макарончики, маслица, бутербродик. Ну и чаек. В принципе, все нормально. Для завтрака очень даже плотненько. Кто наелся от пуза, конечно, котлетка такого размера, что убиться можно. Это полноценный обед, я бы сказал. И традиционно мы сейчас просто пойдем к пляжику посмотрим. Там я вижу уже народ купается, кстати. Вышел на солнышко, реально тепло, кстати. Водичка теплая? Нет? Или для моржей? Ну вот народ барахтается.
Пляжик такой микроскопический. Ой, хорошая вода, отлично. Отлично. Нормальная белорусская температура воды. Все, можно идти плавки делать. Главное чистая. Ну что, воду оценили. Сейчас идем одевать плавки. И купаться. Переоделись. Сейчас идем. Решили пойти на тот пляжик, в котором вчера были. Такой дикий пляжик. Дорога у нас стоит в сторону леса. Вот сейчас по этим козьим тропкам мы выйдем на этот пляжик. Дай бог, чтобы там людей, конечно, не было. Подходим к этому пляжику. Вот с этой стороны, кстати, я еще не заходил. И вот этих видов я не видел. Вот здесь, кстати, интересно. Сейчас мы возьмем другую камеру и поприближаем. Вот ракурс отсюда просто обалденный. Ну что, пришли, тут буквально 2 человека, все места свободные. Так что нам, в принципе, повезло. Сейчас займем пару шезлонгов и будем балдеть. Водичка зеленоватая, да. Ну, цвела, что сделаешь. Ну что, идешь? По дороге с облаками, словно лодки с парусами. Ну вот такой пляжик. Ну что, заценим? Ай, водичку. Блин, прохладненько. О, хорошая вода. Отлично. Отлично. Вода что надо. Не, вода прозрачная. Ну, с зеленцой, потому что цветет, конечно, никуда не денешься. Прозрачность тут есть. Но мы плавать. А вы не рискуете? Да, ну пока немножко побудем, я просто хочу узнать, где глубина начинается. А, так вы решили по нам померить глубину. Я думаю, я до этих банок дойду. И дошел до того берега. О, вот тут глубина пошла. Все понятно. Вот перед самыми банками буквально. Огонь! Вода что надо. Ну тут уже сразу глубоко, кстати. Понятно. Вот реально перед банками, вот за банками уже глубоко. Ну, друзья мои, воду оценили. Вода огонь. Не парное молоко, но терпимо. Жена пошла в администрацию, тут маленький Йорк бегал беспризорный. Пошла его отдавать. Откуда он тут взялся? Потому что здесь спуск только вот по этой лестнице. И откуда он мог прибежать, когда здесь кругом вода, вообще непонятно. Ну вот смотрите, водичка. Вот возле берега она вообще огонь. Вот здесь вот все-таки идет цветение воды. И вот такая вот муть плавает. Ну потому что было сколько месяцев жары у нас. Месяц жары. И реально вода сильно цвела, как никогда в этом году. Вот. Но она при всем хлопе плавает, но она прозрачная. И вот получается, что доходим до буйков. Ну, 3 метра до буйка, и уже резкий спуск, резкая глубина. Все. Вот так разгрести, водичка нормальная. Ну, хлопья плавают. Вот когда плаваешь, они взбаламучиваются моментально. Все, и вода вон вообще чистая становится. Ну, ничего не поделаешь, что есть, то есть. Ну, виды, конечно, здесь просто ошалеть. Вот плаваешь и наслаждаешься вот этим видом, вот этой природой. Сразу душа отдыхает. Сразу чувствуется, что я в отпуске. Народ потиху просекает это местечко. И сейчас начнут скапливаться. Вот люди пришли, разведали, сейчас придут за шмотками. Точнее, идут за шмотками и придут сюда. Вот мы заняли там один шезлонг. И вот прямо на воде. Сюда уже солнышко попадает. Там еще пока тень. А сюда уже солнышко попадает. И в принципе оно прикольно. Вот прямо лежишь. Оба-на! Вот так вот. Вот так вот. И вот такие залипушки.
И вот так вот. Хорошо. Какой балдеж. Вот сейчас с женой сидим, рассуждаем по цене, да, сколько мы заплатили. В принципе, сколько там, 115? Ой, 106 рублей в сутки. 106 рублей в сутки на На двоих. с питанием. Это белорусских рублей. Ну, кто, понятно, что большая часть не белорусов смотрит. Курс доллара 2 рубля. 2,5. 50 копеек. Да, умножайте, 2 рубля 50 копеек. делить на 2,5, да? Да. Да. Вот, это если по курсу доллара. Ну, мы всегда сравниваем, ну, там, с морем, например, да, там, Турция, Египет и так далее. Ну, честно говоря, не очень объективно сравнивать, потому что все-таки, во-первых, это не море, это озеро, это более дикий, как бы, отдых такой, дикий, но облагороженный немножко цивилизацией, условно говоря, там, электричеством, холодильником в домиках, даже в самом экономе домике есть холодильник, телевизор, электричество, туалет, пускай там в люксах, в полулюксах он прямо в домике, а в экономе буквально там в 10 шагах, там с 4 там унитазами и так далее, цивильный, белый, чистенький туалет с унитазом, с канализацией, с горячей водой. Поэтому, в принципе, по этой цене, с питанием, завтрак, обед и ужин, пускай питание там не шведский стол, но, скажем, выбор из 2 комплексных обедов можно выбрать. Ну, первый день заезжаете, конечно, они не знают, что вы хотите, они дают, что есть. А потом, если вы на несколько дней, они на следующий день дают меню, и вы планируете, что вы хотите вот из 2 меню, какое меню вы выбираете. Ну, условно, там, сет, какой сет вы выбираете. По этой цене, в принципе, неплохо. Именно вот такой дикий отдых, который, в принципе, аналог в палатке, но тут без палатки уже с цивилизацией, с крышей над головой, там даже если дождь, там снег, град, что угодно, вы в любом случае защищены. Поэтому, по-моему, все неплохо. Оно стоит того, потому что вот поначалу я сомневался, мне казалось, что я переплачиваю. Нет, побыв здесь, как бы ощутив это все, в принципе, нет. Вполне все нормально. Вон, оцените, как народ отдыхает. Лодки на прокат. Ну вот, ближе к обеду уже, смотрю, народа больше привалило. Ох, как скрипит оно. И вот давайте я вам покажу именно с воды, вот с глубины, как смотрится этот пляжик. И уже людей немножко прибавилось. Еще чуть-чуть, и, в принципе, прилечь будет негде, потому что шезлонгов тут не очень много, правда. Но я думаю, можно постелиться даже на этих дощатых помостах. Вот так. Так что народ потиху просек про этот пляж и будет сюда подтягиваться. Пляжик, конечно, прикольный, но вот сюда бы песочка завести, засыпать. Тут можно было такой курорт сделать. Конечно, вообще было бы мама не горюй. А так оно, ну, конечно, естественный такой, но не полежать. А было бы неплохо на песочке поваляться. Ну что, теперь тяжелый путь на обед. Остается подняться по этим ступенечкам. Ступенечки довольно крутые, конечно. Но и по ходу будем наслаждаться видами. Виды, по-моему, очень даже неплохие. Но, если честно, вот вспоминается, как-то в Крым мы ездили, и вот там был такой же подъем.
И вот что-то очень похоже, что-то напоминает. Если честно, я смотрю, грунт обваливается, и рано или поздно вот эти вот деревья, чувствую, опрокинутся здесь. Но пока, на сей момент, виды очень даже ничего. Мне нравится. Вот, доперли до верха. Все, на обед. Ну что, идем домой переодеваться. И вот проходим мимо основного пляжа. Если честно, народу я как-то много не вижу. Такое чувство, что народ приехал просто по норам посидеть, как всегда побухать, и никто особо не вылазит. Ну вот давайте посмотрим, сколько людей вот сейчас на пляже. Это около 12 часов дня. И все, больше ничего. Кто по дороге решил еще искупаться здесь. Водичка, создается впечатление, что здесь почище как-то. Да, здесь как-то мути этой нет. От чего зависит, непонятно. Ну что, окунемся? Ух ты! А здесь дно быстро пропадает. Здесь поглубже, кстати. Ну и вода реально почище. Нету этих хлопьев как-то. Или здесь уже просто ее разогнали как-то, пока купались, не знаю. Но вот, по-моему, неплохо. Время обеда. Что у нас? Салатик. Для разминки. Почему-то одно яблоко на двоих. И у жены тоже салатик, но другой, потому что мы два разных комплекса брали. Сейчас посмотрим, что еще нам принесут. А что у тебя в салате? Вот этот салатик. Слушай, огурцы, перцы, да, это корейская капуста, по-моему. Ну, такой просто летний салатик. А у тебя что, просто помидор? Да, просто помидор. Ну, наслаждайся. Вот принесли еще супчик какой-то, фаршированные перцы. Тоже Это супчик с яйцом, бульончик. бульончик. Это рыбная, по-моему, котлета была с каким-то, я не помню, как он назывался. В общем, какая-то каша. Ну, будем пробовать. Вот так, друзья, мы пришли обедать. Сейчас покажу, какой у нас обед. Это рыба. Там принесли бульончик с яичком и кусочек курочки. Сейчас попробую, скажу. Вкусненько, не вкусненько? Приятного аппетита. Спасибо. Вкусненько. Да. Второе у нас получается рыбная такая котлета, фаршированная овощами и кашка. Булгур. Каша булгур. Да. Да, я попробую сразу рассказать. Вкусно или не вкусно? Ну, Сейчас пробуй. попробуем. Рыбная? Даже не рыбная, не знаю. По-моему, рыбная была по рецепту. Не знаю. А вот кашку надо А вот попробовать. булгур я не пробовал. Что давал? Такую кашку я не пробовала. Прикольно? Да. Ну, на уже задегустируй перцы тогда заодно. Ты у нас эксперт по перцам. Оно рассыпается. Все, вкусненько. Всего хватает? Да. Соли? Да. Всё, да. Хотела сказать, что это мещанский стол, но меню такое вот столовское, вот такое вот домашнее. Есть что покушать, голодными не останетесь. Будьте сыты. Ну что, у меня другой супчик. Мам, мы тут все мешаем, мы пойдем тогда на эту площадку. Вкусно. Реально. Это просто такой курочка Тебе сюда с картошечкой. или они ждут, пока Нормально. ты доедешь? Нет, они должны вот мне как утром принесли сюда, поставили, я забрала. Так, давай я попробую вот это. Да, попробуем. Это перец фаршированный. Вкусненький, но он такой же переваренный как будто. Ну, рассыпчатый такой, да? Да, на вкус нормальный. Ну, попробуй. Да.
Давай прямо у тебя здесь. Это не рыбная котлета, это куриная. А мне кажется, мясная какая-то. Булгур. Я первый раз его ем, я ни разу не ел. Ну прикольно, он с виду на гречку похож. На вкус больше на перловку, наверное. Перловка. Ну ничего, вкусно, сытно, аппетитно. Вполне нормально. Ну что, друзья мои, в общем, как всегда, наелся от пуза, идти тяжеловато. На этом видео, наверное, буду заканчивать, чтобы сильно не затягивать. Следующая серия. Мы тут напросились в гости к человеку, у которого домик стандарт. И просто сделаем такой обзорчик, чтобы понимать. Мы вообще договаривались с администрацией, чтобы они нам показали домики, когда у них тут как раз с 11 до 2 выселения. Обещали позвонить, но так и не позвонили. Ну, бог с ним. В общем, покажем то, что смогли найти. Хоть что-то. Все, народ, удачи, пока. Подписываемся на канал, жмем колокольчик, чтобы приходило уведомление о новом видео. Лайк обязательно. Пока.